Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Как только происходит резкий перепад температур, холодный циклон заходит, дожди, поливы, всегда появляются вот на томатах вот такие интересные рисуночки. Это вершинная гниль. Но эти проблемы с кальцием не только связаны с томатами. Это, в принципе, все посленовые культуры, но они нужны и другим культурам. Вот вернее, важный элемент питания, который называется кальций. Кальций – это важный элемент питания растений, в котором нуждаются молодые и растущие органы и ткани наших растений. Томатов, баклажанов, перца, кстати, огурцов и арбузов и дынь. И мы уже неоднократно говорили о вершинной гнили томатов. Это всем известно. Но сегодня эта тема не менее актуальна. Она еще острее и требует просто безотлагательного решения и для других овощных растений. Вспомним информацию о задаче кальция в клетке растения. Это очень важно. Кальций отвечает за физиологическую и структурную стабильность клеток и тканей и усиливает обмен веществ в растении, влияет на активность ферментов и превращение азотистых веществ, играет важную роль в фотосинтезе и передвижении углеводов, оказывает влияние на физико-химическое состояние протоплазмы, именно на ее вязкость, проницаемость и другие свойства, от которых зависит нормальное протекание биохимических процессов. Посмотрите, еще раз я назвала главные задачи, которые выполняет кальций. Практически все важные задачи, которые дают жизнь растению. Кальций благоприятно влияет на рост и развитие корней. Питательные вещества органических или минеральных удобрений, кто как чем увлекается, которые вносятся под корень растения, при отсутствии кальция не могут полноценно усваиваться корнями. Кстати, кальций играет важную роль в снижении токсичного действия избытка других элементов. Некоторые огородники увлекаются многочисленными подкормками под корень различных удобрений, а о кальции забывают. И чего только туда не заливают под корень, и не корневые, а растение все как будто бы стоит на месте, и плоды осыпаются. И возмущаются, что же это такое. Кальций же в данном случае является словно стабилизатором для клеток растений. Они задерживают избыточное поступление в клеток одних элементов питания, которые так много залили под корень, и в то же время стимулируют усвоение других, которые не хватает. Кстати, при нормальном уровне кальциевого питания усвоение азота возрастает в 2-3 раза. При нужном количестве кальция повышается устойчивость растений к стрессовым погодным влияниям. Именно такие стрессы в виде резких перепадов температур воздуха, холодной почвы, что мы наблюдаем в 2021 году, осадки, резкие колебания дневных и ночных температур, они сейчас постоянны для наших растений. Мне довелось уже наблюдать, как отмирает точка роста у огурцов. У растений огурцов теряется тургор листьев, и они приобретают своеобразную такую форму куполообразную. Плоды у таких огурчиков мягкие. И огородники спрашивают, что это произошло, что это за болезнь. А всего-навсего им не хватает кальция. А кстати, у томатов, перцев, баклажанов опадают завязи. А на плодах вследствие межклеточных разрывов в местах интенсивного деления клеток, куда, кстати, и проникает инфекция, развивается эта вершинная гниль. И мы уже с вами видели в начале видео на томате это результат такой работы. Ну и многие уже находят на перце, да и баклажаны тоже страдают. И, кстати, уже я вижу результат недобора кальция именно на дынях и арбузах.
плоды как будто бы вот вытянуты в конце, не развиваются так, как надо. И это тоже нехватка кальция. Вспомните, когда вы подкармливали свои овощные растения кальцием. Может, опадение завязи и связано с дефицитом этого важного элемента питания? Подумайте, посмотрите свои записи, то, чем вы кормили, есть ли там кальций. Да, и еще хочу сразу же напомнить, что вершинная гниль – это не болезнь патогенной природы, это не споры грибковых заболеваний. Здесь не помогут фунгициды, которые вы там мне называете, пишете, химические фунгициды, различные препараты, не химические, кстати, и не биологические, не помогут в данном случае. Как быть в таком случае, спрашиваете вы. Мне огородники иногда возмущенно пишут, что у них нет кальция и кальциевой селитры. Что делать, вот такая ситуация. Я не могу всем разослать кальций свой, тем более, что сейчас современные удобрения производятся для внекорневых подкормок, в которых есть кальций, и в разных странах нужно просто искать, и узнавать, и изучать этот вопрос. Да, я использую микроминералис кальция, это органическое удобрение, очень хорошее. Ну, а вот кальциевая селитра есть в продаже, доступна везде, в семеноводческих магазинах, в интернет-магазинах. Выписывайте. Можно купить и пересыпать в бутылку от воды, только сухую, и в темноту ее перенести, и пользоваться не один год кальциевой селитрой. Ведь для приготовления раствора нужно всего-то от 10 до 15 граммов кальциевой селитры на 10 литров воды, не больше 15 граммов. Самое лучшее периодически 10 граммов на 10 литров воды и опрыскивать. Причем ничего не мешать туда, только идет один кальций. Мне раньше удавалось справляться, кстати, на помидорах и кабачках одним опрыскиванием по листьям. Ну, были такие годы, вот этот переход с холода в тепло, я вот опрыскивала, кабачки по несколько раз приходилось опрыскивать за сезон. А теперь же для предотвращения дефицита кальция в клетках овощных растений при нынешних стрессовых погодных условиях нужно проводить внекорневые подкормки кальцием по 2 раза на месяц. Кстати, погода и дальше будет стрессовой для растений. Мы входим в мини-ледниковый период, и вот эти стрессы климатические будут продолжаться и даже усиливаться. В таком состоянии продолжать все физиологические процессы растениям поможет кальций, который легко усваивается растением при помощи внекорневых подкормок. Представьте себе, было холодно, и мы вносили там под корень, были элементы питания, в том числе кальций, но при холоде корень не работает. А внекорневая подкормка очень хорошо и быстрее этот процесс идет. Ну, конечно, и почва должна прогреться. И сейчас можно использовать внекорневые подкормки два раза в месяц, даже иногда, может, 3 раза в месяц. При таком количестве кальция, вот я жидкие удобрения использую 15 миллилитров на 10 литров воды, предостаточно, и никаких проблем не будет с растениями. Так что, уважаемые зрители, огородники, не спешите опрыскивать свои овощные растения химическими фунгицидами при виде вершинной гнили у томатов или у перца, а просто накормите в меру. Кстати, еще раз напоминаю, не увлекайтесь. Я сегодня это слово, кстати, уже несколько раз повторяю, чтобы запомнили. Обратить ваше внимание хочу на то, что нельзя один раз, вот, допустим, взять большую дозу, обработать внекорневую подкормку. Нельзя ни в коем случае так решать проблему. Нужен постоянно кальций. И в нормальном вот таком количестве, не большем, есть норма. И эта норма представляет собой кальциевая селитра 15 граммов на 10 литров воды. Вот такая сегодня важная тема, и мне хочется достучаться до вас, что если хочется получать урожай, то нужно учиться, нужно продолжать все время учиться
и использовать различные информационные потоки, информацию с различных сайтов, изучать, разбирать и, естественно, уже запасаться теми нужными удобрениями, которые нужны будут вам в течение всего сезона. Одних просто зеленых удобрений не помогут они вам решить все задачи. Это было раньше, когда было постоянно стабильные переходы вот этих температур, и почва была теплой. Этого сейчас не будет. Будет только вот усугубляться вот этот процесс охлаждения земли и вот этих резких перепадов. Поэтому завершаем это видео на снова же на позитивной ноте. Учимся, ищем кальциевую селитру. Она есть, доступна, только нужно взять, сделать какие-то действия, получить по почте или же купить в специализированных магазинах или семена, или удобрения, как угодно они называются. Запишите себе кальциевая селитра, если нет возможности найти кальций. Или же другие удобрения, современные удобрения, в которых есть в составе вот нужный элемент питания, который называется кальций. Ну что ж, давайте помидорам и перцам и остальным растениям кальций и не травите их фунгицидами. Вот так я хочу завершить наше это видео. Его подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч в новых видео.